Приведем какие-то отрывочки. Они, конечно, не для записи, но так просто для того, чтобы послушать, как занимались индивидуальностью века назад. Суетливость. Вот как действует Феофраст. Он прежде всего определяет черту и говорит: суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и действиях. А суетливый – вот какой человек. Он дает обещания, которые потом не может выполнить. Видите, начинается перечисление способов поведения. Он один выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна. Если врач запрещает что-то давать больному, он все-таки дает это, говоря, что хочет испытать, поправится ли он. Собираясь принести клятву, он объявляет присутствующим: не впервой мне, я уже много раз клялся. Еще один отрывочек. Тщеславие. Тщеславие определим как низменное стремление к почету, пишет Феофраст. А тщеславный – вот какой человек. В гостях за обедом он старается занять место за столом рядом с самим хозяином. Возвращая взятую в долг мину серебра, он старается отдать целиком новой монетой. После торжественного шествия со всадниками он велит рабу отнести домой все вещи и снаряжения, а сам, накинув гражданский плащ, но в шпорах, красуется, разгуливая по рынку. И, наконец, грубость. Грубость есть резкость при обхождении, проявляющаяся в речах. Не правда ли эти житейские определения вполне узнаваемые через века? Вот какой человек грубиян. На вопрос, где такой-то, он отвечает: оставь меня в покое. На приветствие он не отвечает. А случись ему что-нибудь продавать, то не объявит, почем отдает, а спрашивает у покупателя, что те дадут. Людям, из уважения посылающим ему подарки к праздникам, он говорит, что вовсе, мол, не нуждается ни в каких подарках. Он не принимает извинений, если прохожий нечаянно заденет, толкнет или наступит ему на ногу. Споткнувшись на улице о камень, он готов и этот камень осыпать проклятиями. Долго ожидать кого-нибудь он терпеть не может. И так далее, и так далее.